Сивка-бурка. Сказка. Жил-был старик, и было у него 3 сына. Старшие сыновья занимались хозяйством, были ловкие и умелые, а младший Иван, дурак, был так себе. Любил в лес ходить за грибами, а дома просто на печи сидел. Пришло время старику умирать. Вот он и просит своих сыновей: когда я умру, вы 3 ночи подряд приходите ко мне на могилу, приносите мне хлеба. Старика похоронили. Наступила ночь. Надо старшему брату идти на могилу, а ему не то лень, не то боится. Он и говорит младшему брату Ивану, дураку: «Ваня, замени меня в эту ночь, сходи к отцу на могилу, а я тебе пряник за это куплю». Иван согласился, взял хлеб и пошел к отцу на могилу. Сел и ждет. В полночь земля расступилась, старик поднялся из могилы и говорит: «Кто тут? Ты ли, мой старший сын? Расскажи мне, что делается на Руси?» Иван отвечает: «Это я, твой младший сын Иван, а на Руси все спокойно». Отец наелся хлеба и лег в могилу, а Иван отправился домой, а по дороге грибов в лесу насобирал. Приходит домой, старший брат его спрашивает: «Видел отца?» «Видел», — отвечает Иван. «Ел он хлеб?» «Ел, досыта наелся». Наступила 2-я ночь. Надо идти среднему брату, а ему не то лень, не то боится. Он и говорит Ивану: «Ваня, сходи за меня к отцу на могилу, а я тебе лапти сплету за это». Взял Иван хлеб, пошел к отцу на могилу, сел и ждет. В полночь земля расступилась, отец поднялся из могилы и спрашивает: «Кто тут? Ты ли, мой средний сын? Расскажи мне, что делается на Руси?» Иван отвечает: «Это я, твой младший сын Иван, а на Руси все спокойно». Отец наелся хлеба и лег в могилу, а Иван пошел домой. По дороге грибов в лесу набрал. Средний брат его спрашивает: «Ел отец хлеб?» «Ел, досыта наелся», — отвечает Иван. На 3-ю ночь настала очередь идти Ивану на могилу к отцу. Он говорит братьям: «Я 2 ночи ходил, идите теперь вы к отцу на могилу, а я отдохну».
Братья ему отвечают: «Что ты, Ваня, тебе там все знакомо, иди лучше ты». Ну ладно, взял Иван хлеб и пошел. В полночь земля расступилась, отец поднялся из могилы. «Кто тут? Ты ли, мой младший сын? Расскажи мне, что делается на Руси?» Иван отвечает: «Это я, твой сын Ваня, а на Руси все спокойно». Отец наелся хлеба и говорит ему: «Один ты выполнил мою просьбу, не побоялся 3 ночи ходить ко мне на могилу. Выйди в поле и крикни: сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Конь к тебе прибежит, ты залезь ему в правое ухо, а вылезь из левого, станешь ловким и умелым парнем. Садись на коня и поезжай». Иван поблагодарил отца и пошел домой. По дороге опять грибов набрал. Дома братья его спрашивают: «Видел отца?» «Видел». «Ел он хлеб?» «Ел». Досыта наелся и больше приходить не просил. А в это время царь созвал всех холостых, молодых да удалых парней на пир. Дочь его, несравненная красота, приказала построить себе высокий замок. В этом замке она сядет на самый верх и будет ждать, кто до нее сможет допрыгнуть на коне и поцеловать в губы. За такого парня, богатый он или бедный, царь отдаст в жены свою дочь, несравненную красоту, и полцарства в придачу. Услышали об этом Ивановы братья и говорят между собой: «Давай попытаем счастье». Вот они лучших своих коней накормили, помыли, сами оделись чисто, кудри расчесали. А Иван сидит на печи и говорит им: «Братья, возьмите меня с собой счастье попытать». «Дурак!» — говорят братья. «Иди лучше в лес за грибами, нечего людей смешить». Сели братья на своих лучших коней, шапки надели, свистнули и помчались, только пыль столбом. А Иван вышел в поле и крикнул, как отец его учил: «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой». Тут конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя, из ушей дым столбом. Стал, как вкопанный, и спрашивает: «Что прикажешь?» Иван коня погладил, влез ему в правое ухо, а вылез из левого, и стал ловким и умелым. Сел на коня и поехал на царский двор. Сивка-бурка бежит,
земля дрожит. Приезжает Иван на царский двор, а там народу, видимо-невидимо. В высоком замке на самом верху в окошке сидит царевна, несравненная красота. Царь вышел на крыльцо и говорит: «Кто из вас, парни, допрыгнет на коне до окошка и поцелует мою дочь в губы, за того отдам ее замуж и полцарства в придачу». Тогда молодые парни начали скакать. Куда там, высоко, не достать. Попытались Ивановы братья, до середины допрыгнули. Дошла очередь до Ивана. Он разогнал сивку-бурку, крикнул, ахнул, скакнул, чуть-чуть только не достал. Закружился, завертелся, разгорячил коня, прыгнул еще раз и поцеловал царевну, несравненную красоту, в сладкие губы. А царевна поставила ему печать на лбу. Тут все люди закричали: «Держи его! Останови его!» А Ивана и след простыл. Прискакал он в поле, влез сивке-бурке в левое ухо, а из правого вылез и стал опять Иваном-дураком. Коня отпустил, а сам пошел домой, по дороге грибов насобирал. Обвязал лоб тряпкой, залез на печь и лежит. Приехали братья и рассказывают, где были и что видели. Было много удалых парней, а один лучше всех. На лету царевну в губы поцеловал. Видели, откуда приехал, но не видели, куда уехал. Иван сидит на печи и говорит: «А не я ли это был?» Братья на него рассердились. Дурак, дурацкое, и говорит: «Сиди на печи и ешь свои грибы». На следующий день царь зовет к себе на пир всех князей и простых людей. Ивановы братья стали собираться к царю на пир. Иван им говорит: «Возьмите меня с собой». «Куда тебе, дураку, людей смешить? Сиди на печи и ешь свои грибы». Сели братья на своих лучших коней и поехали, а Иван пешком пошел. Пришел к царю на пир и сел в дальнем углу. Царевна, несравненная красота, начала гостей обходить, подносит чаши с напитками и смотрит, у кого на лбу печать. Обошла она всех гостей, подходит к Ивану, и у самой сердце так и защемило. Взглянула на него, он весь в саже, непричесанный. Царевна, несравненная красота, стала его спрашивать: «Откуда ты? Для чего лоб завязал?» «Ушибся», — отвечает Иван. Царевна ему лоб развязала, вдруг свет от печати по всему дворцу. Она и вскрикнула: «Это моя печать!
вот мой жених. Царь подходит и говорит: какой с него жених? Он дурной, весь в саже. Иван говорит царю: позволь мне умыться. Царь позволил. Иван вышел во двор и крикнул: «Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Откуда ни возьмись, конь бежит, земля дрожит, из ноздрей пламя, из ушей дым столбом. Иван ему в правое ухо влез, из левого вылез и стал ловким и умелым. Весь народ так и ахнул. Разговоры тут были короткими. Веселый пир и свадьба.